Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз. Что скоро и неожиданно? Давайте с вами узнаем. Цыганский старинный пасьянс. Что произойдет в ближайшее время? В ближайшем будущем. И ориентировочно это 2-3 недели. Вот давайте с вами узнаем, с чем это будет связано. Или с кем, так тоже может быть. И именно по событиям нам расскажут карты старинного цыганского пасьянса. Что же будет происходить? Может быть, в основу каких-то ваших дальнейших свершений лягут именно эти события. Давайте будем узнавать. И, конечно, всегда говорю, останемся реалистами. Любой расклад или прогноз о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и, может быть, какие-то подсказки будут. А я вас хочу пригласить на свой сайт, оставлю ссылки в описании под видео. Вы можете с главной страницы моего сайта Астро Инспирационе, вы можете уже выбрать статьи, там есть и гороскопы, есть по психологии статьи, или через меню. Я думаю, вы найдете, что прочитать, тем более у меня там последние 3 статьи, которые описывают не просто так, абстрактно. Там у меня есть коридор возможностей на 26-й год. А 26-й год у нас вытекает как раз из последних где-то месяцев 25-го года, поэтому зайдите, прочитайте. Я думаю, что-то вы для себя получите, какую-то нужную информацию. И пока я с вами говорю, смотрю, что тут у нас попутно совпадает, пока не вижу. Ладно. Исполнение желаний, мои дорогие львы, совпадает. Вот. Корабль – один из символов Меркурия, я всегда об этом говорю. Потому что корабль – это еще и перемены. Но если мы о пасьянсе, то в нашем пасьянсе это именно имеет значение как исполнение желания. В пасьянсе есть и полное исполнение желания – это колчан со стрелами. Но вот именно одно, как минимум, это у вас совпадает. И значит, это для вас, ну, как получится какое-то дело осуществить. А может быть, это какая-то радостная новость. Чем-то львы останутся довольны. Ух ты! Сердце, дорога к сердцу, прямо так и хочется сказать. Дорога у вас тоже совпадает. Но это больше именно перемещение, это дистанция. У кого-то может быть встреча назначена или встреча с каким-то важным человеком, который не совсем про дела, да, а именно о сердце. Но это ваша любовь к кому-то или любовь кого-то к вам. Ну, давайте узнаем, что нам дальше расскажут. Потому что неоднозначное это значение зависит еще от того, что выпадет в дальнейшем. Смогу я это подтвердить или вам тогда скажу. Может быть, вопросы личной жизни, может быть, и правда есть встреча с человеком, есть какая-то история, но вы почему-то переживаете. Я, конечно, допускаю, что вы можете, в принципе, 1000 причин для переживаний. Тем более, что череп – это не есть что-то конкретное. Это именно наши эмоции, которые где-то, ну, фон настроения больше создают. Но, тем не менее, может быть, это получится, не получится продолжить, к примеру, отношения, да? А если мы говорим, у нас сейчас период ретро-урана, ноябрь, декабрь, а я бы еще сказала и январь 26-го года. Здесь скорее будет связано с возвращением. Или вы будете кого-то возвращать, или что-то, или столкнетесь с этой историей, или вам о себе напомнит какая-то прежняя тоже история, не обязательно это связано с личной жизнью, хотя именно для кого-то так будет проигрываться. Но, может быть, у вас получается осуществить ту свою мечту или намерение, к которому прежде вы прикладывали много усилий, а все как бы дело не стыковалось, не шло. Вот здесь нам может вернуть пространство, как и на доработку некоторые дела, чтобы больше было ясности, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Но так это может быть и связано с возвращением людей. И я должна сказать, ничто не происходит просто так. Вот правда, перейдите на мой сайт, прочитайте, потому что я там указываю четкие даты.
каким датам, по крайней мере, нужно быть внимательным. А мы с вами давайте посмотрим, что у вас еще совпало. Исполнение желаний, сердце. И это правда. Это либо вы добиваетесь сердца, либо кто-то вашего сердца. Это именно любовь. Почему я так говорю? Потому что когда выпадает и сердце, и нож совпадает, то разбитое сердце. Нет, мои дорогие, излечиться от разбитого сердца, проститься с какими-то переживаниями, как будто вас приглашают. Карты и поток событий, мои дорогие. Что еще у львов совпадает? В целом ведь спокойное течение жизни. Но я и должна сказать, на вас Уран не влияет так активно, как на остальные знаки зодиака. Но, может быть, какие-то темы, к примеру, если у вас некоторые вопросы, мои дорогие львы, строятся через контакты с людьми, которые рождены под знаками зодиака, стихии воды, отчасти воды тоже, и земли, то перемены в жизни этих людей могут оказывать влияние, воздействие или продолжать, завершать какие-то контакты или как реструктурировать какие-то прежние истории не потому, что это вы инициируете, а потому что, ну, как-то так складываются события именно с данными персонами. Ну, такое тоже может быть. Не вижу я у вас совпадений. Хоть в нашем пасьянсе мы по горизонтали, по вертикали, а не вижу. Можем складывать карты. И у вас, кстати, выпадает, смотрите, ангел. Это чья-то помощь. Может быть, помощь знакомого человека. Возможно, это та помощь, на которую вы и не рассчитывали. Может быть, отношения с этим человеком, если мы говорим ретро, и правда, может быть, это кто-то знаки стихии воды и земли, да? Ну, к примеру, почему нет? Хотя это может быть любая персона, может быть, у человека даже асцендент. Какая-то история прежде, которая развивалась, она, видимо, может получить как новый импульс или какую-то ситуационную, ну, как пункт продолжения для вас. Но вы-то почему-то переживаете. Вот я вижу, что тут у вас все складывается неплохо, но у каждого тут свое что-то, безусловно, будет. Но я вижу по картам пасьянса, тут что-то приятное для вас, мои дорогие. То, что вам, по крайней мере, и нравится, и приятно, ну, где-то в вашей душе. Что вас радует в целом. И я не вижу больше совпадений, поэтому давайте пойдем с вами дальше. Что же там скоро и неожиданно? Дополним колодой Таро. Что для львов в ближайшие дни, в ближайшее время, 2-3 недели, будет скоро и неожиданно. С чем это будет связано? Или с кем? Что прояснится? И опять же, с кем это будет связано? Или с чем? В чем вы поставили, тем не менее, точку, а это случится? С чем вы, может быть, успели проститься, а это вот как раз и возвращается. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. И достанем карту совет, откроем ее в самом конце. Давайте будем узнавать, что же там скоро и неожиданно. Ну, точно, смотрите. Вот я могу сказать, что возвращение, какой-то дежавю отношений. Ну, наверное, по ретро-урану есть те, ну, контакты, по крайней мере, просто назовем контакты. Я допускаю, у кого-то это в работе, может быть, почему нет? Может быть, это лицо было вам не очень приятно. Или с вами поступили как-то некрасиво. Но тут ведь понимаете как? Здесь у нас сердце не израненное, а что скоро и неожиданно какая-то прежняя история нам о себе напоминает. Ваша сильная позиция, мои дорогие львы, в том, что нет эмоций. Любая тройка– это карта будущего. Но это имеется в виду на будущее. Мы что-то сейчас определяем, прямо сейчас. И здесь нужно быть откровенным с самим собой. Если это касается отношений и были прежде проблемы, надо понимать, проблемы никуда не делись. Они сами по себе не ушли. Люди не изменились. Ну, может быть, в каком-то контексте события, которые происходят в жизни даже людей, они заставляют их быть как минимум гибче. Но это еще ни о чем не говорит. Поэтому вот когда-то был вот этот сгусток боли, нам девушка прорисована, как будто к
кричит от этой боли, да, как будто вот этот немой крик, когда сделать ничего невозможно, но с нами поступили, мягко говоря, совершенно некрасиво. Почему по этой карте предательство проходит? Или когда мы кому-то помогали, взаимодействовали, ну, а нам отплатили какой-то черной ненавистью. И сердце уже не болит, уже заштопанное, уже все отгорело, отболело. Но тем не менее шрамы остались. Но вам именно эти шрамы, которые словно ноют в какой-то очень подходящий момент, призывая вас быть внимательными, мои дорогие, чтобы где-то не промахнуться, не замечтаться или не надеть на самого себя розовые очки, так ведь тоже бывает. Правда, какая-то история из прошлого скоро и неожиданно у вас возвращается на ваш порог. И это будет связано именно с кем-то, с человеком. Что скоро неожиданно? Да. Вот, слушайте, королева чаш. Вы знаете, конечно, эта карта иногда говорит о наших супругах или о какой-то прежней истории любви, о партнерских отношениях, пусть брак не был оформлен, да. Это карта любящего человека, но в чем, наверное, вот эта болевая точка? Потому что иногда по королеве чаш, и неважно, кто меня смотрит, мужчины или мои дорогие девочки, мы все где-то быстры задним умом, правда? Вот когда мы пережили какое-то предательство или глубочайшее разочарование, у нас глаза открываются. Вот мы видим мир совершенно по-другому. И нам требуется время, пока мы себя, как из этих руин, из щебня соберем. А как раз королева чаш есть, как и ожидание, смысл, да, в архетипе этой карты. И есть также в архетипе не только карта любящего человека, а это безусловная любовь. Когда мы кого-то любим, и мы готовы к альтруизму, но вот одна незадача. Временами этот альтруизм переходит уже, знаете, в самопожертвование какое-то или элемент такого самопожертвования. И это действительно происходит, потому что мы абсолютно кому-то доверяли, а вот пошло это все не так. Хотя это может быть именно с теми персонами, которые родились под знаками зодиака стихии воды. Почему нет? Вот как раз об этом говорит карта. Или человек имеет там асцендент. Вот продолжение какое-то. Солнце. Конечно, солнце тоже неоднозначная карта. Вы будете стоять на выборе. Скоро и неожиданно. С одной стороны, какое-то продолжение или, может быть, развязка какой-то истории, мои дорогие, такое тоже допускаю, именно развязка. Потому что ретро-уран, уран ведь он все ломает, он крушит как будто, да? Но это мы можем так воспринимать, и это несколько неправильно, потому как то, что может быть продолжено, уран, как правило, не ломает. Но часто заставляет нас даже отношения пересмотреть в новом ключе. Может быть, какая-то история не повторится. Вот возьмем даже банально по всем картам. Если это личная история, была семья, но остались дети. Может быть, какие-то предыдущие контакты вы просто перечеркнули. Вам это было необходимо, чтобы вот себя с руин этих поднять. Но теперь наступает время такого, знаете, здравомыслия, хладнокровия. Может быть, даже человек возвращается. Или какие-то темы вас снова объединяют. Тогда вам нужно перестроить с учетом того, что, к примеру, остались дети, ну или какая-то подобная ситуация, перекладывайте на себя. Вам словно нужно это перестроить на новый манер, перевести в новое качество, чтобы и не было конфронтации, но и понятно, чтобы не было какого-то повтора. Люди не меняются. И Солнце в данном случае будет говорить, с одной стороны, конечно, это есть перспективы. Для кого-то конкретно может сказать, что какое-то дело или вопрос, может быть, касается работы, вашего бизнеса или вашего построения, когда вашего самовыражения. Не просто карьера, а тут сразу могут быть вопросы и заработков, и финансов, все вместе. Так вот, то, что вы будете продолжать как минимум полгода, вы этому будете уделять внимание. То есть есть смысл, или, может быть, вас судьба еще сведет с этим человеком в течение 6-8 месяцев. То есть тут что-то быстро не закончится. Но единственное по Солнцу, тут ведь может быть так. Человек, ведь это прообраз нашего эго.
Человек может быть уверен, что он может войти в реку дважды. Ну и вы тоже так же можете быть в чем-то уверенными. Давайте достанем карту совет. Что же вот в этой истории, которая так скоро и неожиданно? Но вам как будто человек этот может либо помочь в чем-то, оказать содействие, или, может быть, пойдет на мировую. Если была вот какая-то история и ряд вопросов все же у вас не остались решены. Они требуют пересмотра, как реструктуризации, трансформации, то тогда это какая-то даже, к примеру, 6-8 месяцев именно по взаимоотношениям, а у кого-то, может быть, помириться, мои дорогие, я такое допускаю, и продолжить отношения, ну, можно сказать, по рыцарю Пентаклей на долгий период времени, не только месяцы, но буквально и годы. Потому что, ну, есть какое-то взаимодействие, или вы можете каким-то образом друг друга дополнять или как-то дружить. Одним словом, это уже интерес, это уже не про искренность, это уже не про чувства, это конкретный интерес и, возможно, финансовый. Так что ж там у вас прояснится? Ну, какое-то решение вам придется принимать, чтобы выйти из этого лабиринта. Я всегда об этом говорю. И, видимо, от чего-то вы откажетесь. Вот смотрите. Да, тут могла быть история, когда разошлись, говорят, как в море корабли, и каждый стал сам по себе. А теперь как будто возвращается через финансы или когда вас словно сводят высшие силы. Может быть, это у вас создастся такая ситуация, может быть, она уже создалась, кстати. Ведь, любой прогноз, потому что, понимаете, я смотрю, что и карты пасьянса нам об одном и том же. Потом нам продолжают карты Таро, уже вторая позиция пошла. И, может быть, это то, что у вас уже случилось, да, вот, может быть, недавно. Неделя, 2. И вы теперь обдумываете, что с этим делать дальше. Но вы знаете, тут есть какая-то польза для вас, мои дорогие. Но это правда, я не могу сказать, что нет. Потому как не случайно шестерка пентаклей иногда как помощь высших сил. Тут вот именно сводят двух людей или, как знаете, может быть, дороги сходятся в одной точке в нужный период времени. Может быть, это для того, чтобы вы стали более сильной личностью, сделали правильные выводы, и тем не менее какой-то компромисс, вот он вам будет необходим. Но компромисс не в самопожертвовании, а как будто в нейтралитет какой-то перевести или взаимопомощь, или в продолжение контакта. Тут ведь, с одной стороны, карта отшельника, мы все равно остаемся на своей волне. И в этом будет заключаться выход из лабиринта. Потому что если будет опять вот, да, альтруизм до самопожертвования, ну, понятно, вы просто повторите еще раз какой-то урок жизни. И так Вселенная устроена. Если мы экзамен этот жизненный не сдали, нам его обязательно повторяют. Но и тут вам как будто человек реально, вот что прояснится, какая-то история по финансам, может быть, или по продолжению ваших отношений. Но для себя какие-то бонусы, мои дорогие львы, тут определенно вы можете забрать. Ладно, давайте узнаем, в чем же вы поставили точку, а это вернется. Король жезлов, харизматичный лидер. Вот оно, солнце. Вообще карта больше ваша. Где-то это может быть действительно связано с человеком. Опять персональная карта. Вообще королева и король выпали. Как бы если в целом не останавливаясь на гороскопах, но это вы можете быть, да, вот как бы ваша энергия, потому что жезлы– это огненная энергия, но в целом это именно пара мужчина и женщина выпали. Ну, может быть, так оно и есть. Ваш партнер, ну, где-то либо асцендент, либо соляр, именно знаки воды, да, как нам показали. Король жезлов– это тот, который лидер, командир, мои дорогие, тот, который дает указания, тот, который скорее ожидает, что, ну, выполнять будет кто-то другой. Вот правда, тут я вижу, что прояснится. У вас будет или, может быть, уже сложилась ситуация, когда нужно решить какой-то вопрос, и пусть он упирается даже в того человека, которого вы не предполагали и, в принципе, не хотели каких-то контактов видеть. Но, видимо, не все точки над «и» вы расставили, мои дорогие. И, видимо, вам придется с этим что-то делать. Но я должна сказать для вас, мои дорогие, так сразу подсказка.
даже если сводит судьба, как вот мы с вами говорили. Король жезлов – это тот, который действительно, он говорит, как делать, или он словно придает людям вдохновение, или, ну, как какие-то руководящие качества, да, харизматичные качества. Но делать что-то за человека он не будет. Вот ваша энергетика, да, в каком-то вопросе, когда, может быть, даже человек пытается вернуть вас или возвращается какая-то история, но вы на нее смотрите, да, вот не так, как в прошлом, а тут вы не готовы дарить свою силу, и это будет правильно. Это правда. Нам об этом уже все карты сказали. Да, вам это приятно, вам это нравится, но вот эти разочарования, они никуда не делись. Тут это так не перечеркнешь. Слишком много сил потребовалось, чтобы вот этот негатив, который, может быть, был связан с конкретным человеком, ну, самого себя вот настроить, да, на ту волну или на ту какую-то жизненную позицию, когда мы, как эта девушка, можем вот так лениво ножку протянуть, и вот эти эмоции, да, это чаша с эмоциями тяжелыми, сложными. Вот мы ее переворачиваем, и они исчезают, эти эмоции, в каком-то глубоком омуте. Да, мы становимся сильнее. Самое главное сокровище возле вас, мои дорогие. Но и этот омут, как вот эти шрамы, ты никуда не денешь. Так, а что же это вернется? Тут человек может, знаете, ну так, как ни в чем не бывало, пытаться подъехать на стриженной козе. Но вы теперь, даже вы, мои дорогие девочки, неважно, что тут вот мужчина, да, это для мужчин это понятно, король жезлов. А для вас, мои дорогие девочки, это вы мыслите как мужчина. Это вы мыслите одновременно еще, видимо, у кого-то могла быть очень давняя история, мои дорогие, когда уже не то, что отболело, отгорело, да вы вообще успели забыть. Вот кто-то к вам может вернуться, это правда. Или это будет связано, кстати, с какими-то юридическими документами, с законом, с важными бумагами. То, с чем вы должны теперь как будто разобраться более правильно, более, так знаете, хладнокровно. Я бы сказала, транслируем мы харизматику, а абсолютно беспристрастно остаемся точнее. Почему это будет важно? Потому что холодная голова – это ваше все. Вас будут пытаться, кстати, где-то увести на эмоции или на какие-то обещания. Вот не случайно мечевая карта «Выход из лабиринта». Ты тут не замечтайся. Тебе как будто лев дает какую-то историю, возможность сделать что-то очень правильно. Именно трансформировать с новым качеством. Может быть, тебе придется обращаться к юристу, адвокату. Может быть, придется подписывать какие-то документы. Тут нужно быть предельно внимательным, потому что по этой карте, может быть, еще и складываются такие обстоятельства, когда человек к вам обратиться за помощью, потому что у него в жизни сложилась патовая ситуация. Иногда это будет связано с судебными делами. Ну или с какой-то историей, которая где-то может граничить, допустим, с официальными лицами или с высокими инстанциями, или буквально с судами. Ну вот правда. Интересно. Буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие. Но тут какая-то интересная, я бы сказала, запутанная история. Карта совет. Король чаш. Вот очень конкретный, кстати, совет по архетипу этой карты. Снова еще раз могу сказать, что, правда, есть какие-то повторы, какая-то ретро-история, которую даже вы, может быть, не инициировали, либо складываются так обстоятельства для вас. И вот эта холодная голова, знаете, вам как будто возвращается какая-то тема, которую вам надо передумать. Было бы ошибкой от нее отмахнуться. Есть, мои дорогие львы, что вы можете как будто получить, да, от этого. Или, ну, при этом не забывать, что вами тоже могут пытаться манипулировать. Вот такой момент примите к сведению. И вам, как совет, король чаш, вроде бы, да, близко к королеве, но архетип этой карты совершенно другой.
Это единственная карта в колоде, которая где-то похожа на мага. Почему? Потому что король кубков может одновременно правильно распоряжаться как бы двумя энергиями. Первая энергия – это энергия эмоций, наших ощущений. То есть он готов дарить любовь и принимать эту любовь, когда это целесообразно. Но когда вопрос касается какой-то, хочется сказать, шкурной темы, ну правда, тут что-то такое, либо бумажная тема, либо это документы, либо какой-то интерес. Вот там он абсолютно жесткий. Вот туда он не добавляет эмоций, он не создает себе путаницу, и он вот правильно распределяет зерна от плевел. Поэтому для него это все понятно. Но это совет вам, мои дорогие. Поэтому четко контролируйте, где вас пытаются вывести на эмоции, или купить на какие-то обещания, или пусть эти эмоции даже, знаете, такие очень восторженные. Так тоже бывает в наше время, да, после которых мы можем так и прикрыть глаза на время и чего-то прошляпить. А вам говорят, ну нет, разделяй. Если тебе что-то нравится, это одно. Но это чувство, это какой-то эмоциональный фон. Но если вопрос касается бумаг, твоей собственной защиты, к примеру, тут ведь все что угодно может быть, то тогда тут нужно зрить в корень и абсолютное хладнокровие. Ведь король мечей, по сути дела, это карта эксперта. И здравомыслие, да? Интеллекта, кстати, мои дорогие. Карта дает еще совет: слушай свою интуицию и куда-то не спеши. Давай себе время подумать и оставляй за собой пространство для маневра. Тогда и желание какое-то ваше сбудется. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.